Нагрели утюг и начинаем заутюживать выточки. Куда вы будете заутюживать выточки, это не очень важно. Но смотрите, если, допустим, ткань однотонная и на ней очень заметны швы, то тогда вы должны, наверное, для себя понять, как вы хотите, чтобы выглядело ваше изделие. Иногда дорогие бренды делают так, чтобы все швы были заметны сразу глазу. Я же люблю более так скрыто это все делать. То есть я люблю, когда швы максимально скрыты. Поэтому, смотрите, если мы сейчас, вот допустим, вот она у нас серединка спинки, и мы представим, что на нас смотрят сзади. Если мы сейчас заутюжим выточку на сторону руки, то у нас будет более заметная выточка. То есть ее будет заметно глазу. Если мы сделаем ее, то есть заутюжим на сторону горловины, к середине спинки, то она у нас будет менее заметна. Ну, это лично мое мнение, поэтому вам решать, куда же ее заутюживать. Я буду заутюживать на сторону горловины. Мне еще будет помогать вот такой вот опилочный кабанчик из опилок. То есть таким образом наша выточка и наши швы будут еще менее заметны. Талиевую выточку я заутюживаю также на середину спинки. Но опять же повторяю, это только мое мнение, только мое решение. Вы же можете заутюживать куда вам хочется. Кстати, если у вас достаточно большая выточка по спинке, ну и она, возможно, у вас тяжело сутюживается, тогда вы сейчас ее вот так складываете и ребро выточки немножко вот так вот растягиваете. Чуть-чуть. И она у нас получится вот так, когда мы ее сейчас будем заутюживать на бок, она у нас очень ровненькая, красивенькая ляжет, ничего не будет стягивать. Маленькие швейные хитрости. Очень, кстати, мечтаю заработать на колодке. Но почему-то мне, видимо, Бог так решил, что зарабатывать мне много на любимом деле просто нельзя. Никак не дает мне заработать. Конечно, зарабатываю на мелочи, на нитки, булавки. На ткани уже беру у мужа. Вот так. И таким образом мы с вами заутюживаем все выточки. А колодки, если кто-то не знает, это такие приспособления, на которых очень-очень удобно утюжить. И для рукавов, ну хотя для рукавов есть у меня, но она очень неудобная. Именно вот от гладильной доски она встроенная. Она очень у меня неудобная, такая неустойчивая. И для, вот как я делала самодельные, да, вот у меня, допустим, для плечика здесь можно, горловину можно на такой колодке отгладить. Может быть какие-то, ну, бюст, может быть что-то, выточки нагрудные, то есть очень удобная вещь. Но, в принципе, все мои мечты сбываются рано или поздно. Сама я заработаю или даст муж. В конце концов, они у меня когда-нибудь будут. Даже если это случится через 10 лет, я не буду плакать. Смотрите, что касается выточки нагрудной, если она у нас идет из бокового среза, я ее заутюживаю наверх. Таким образом, опять же, глядя на вас, если выточка будет наверх заутюжена, шовчик будет смотреть вниз, и глядя на вас, эта выточка будет менее заметна. Если мы заутюживаем ее вниз, припуск, если вниз заутюживаем, то выточка становится более заметной. Тоже это не принципиально. Как хотите, так и заутюживайте. Как говорится, своя рука владыка.
Теперь смотрите, нам необходимо продублировать некоторые детали и некоторые части нашего платья, прежде чем мы начнем его сшивать. Значит, это у нас полочка, и эта часть у нас полузанос, то есть вот она наша горловина, вот она наша боковая линия. Нам необходимо продублировать здесь полузанос. Что мы дублируем, то есть сколько? Значит, я на полузанос оставляла 5 сантиметров. Для чего? Для того, чтобы вот здесь мне сделать подгибку в 1 сантиметр. Далее я буду накладывать вот так, подворачивать и еще на 2 сантиметра. И у меня получится сам полузанос ровно 2 сантиметра. Для тонких тканей, для рубашки этого вполне хватит. Поэтому сейчас мне нужно, ну, можно в принципе не заутюжить, а вот так отмерить, прорисовать 1 сантиметр. Можно заутюжить. Вот так вот прям берем и заутюживаем 1 сантиметр, если, конечно, у вас получится, потому что у меня ткань не очень послушная, это будет сделать очень неудобно. То есть мы сейчас заутюживаем вот так в 1 сантиметр подгибку, уже неудобно, да? И после этого, отступив от среза 1 сантиметр, 2 сантиметра отрезаем полосочку дублерина или флизелина, что у вас есть, и приклеиваем эту полосочку вот сюда, отступив, я уже сказала, 1 сантиметр от края. Далее я буду дублировать полностью манжетик, чтобы он у меня был максимально плотненький. То есть я буду не половинку манжета дублировать, а полностью весь манжет. Так. И что касается воротничка, воротничок я буду дублировать одну сторону, только один воротничок. Итак, я продублировала борта на полочке, то есть наш полузанос. Отступив от среза, переднего среза 1 сантиметр, моя полосочка дублерина 2 сантиметра. Ну и то же самое по второму борту. Значит, я продублировала свои будущие манжетики, продублировала полностью и сразу заутюжила так пополам. Ну, это для удобства. То же самое со вторым манжетиком. Далее я продублировала воротничок, одну сторону воротничка, сложила вот так друг на друга лицом к лицу и застрочила на 0,5 от среза. Застрочила только пока вот так, без боковых срезов, да, только по верху. Именно по верху. Нижний срез, вот он у меня остается свободен, только верхнюю часть. Теперь я вот так разворачиваю и делаю отстрочку на лицевой стороне, то есть на нижней стороне воротничка. Вот так, припуск я закладываю на нижнюю сторону, то есть на продублированную сторону, и здесь я буду делать отстрочку. Отстрочка вот так от канавки, вот она канавка у нас, да, где у нас соединяются две половинки воротничка, от канавки примерно в 1 миллиметр, вот так по этой стороне я буду строчить. Таким образом у нас получится очень красивый край с перекатом. И после этого мы уже будем сшивать боковые стороны воротничка. Вот так расправляю воротничок. Строчку я ставлю на 3,5, можно на 3, на 3,5 длину стежка, прямая строчка и иголочка посерединке. Вот так расправляю, припуск закладываю на сторону нижнего воротничка, который у нас продублированный, и строчу, можно здесь без отстрочки, то есть без закрепки, строчу на 1 миллиметр от канавки. Обязательно слежу за тем, чтобы припуск у меня смотрел строго на продублированную сторону. Можно, в принципе, параллельно включить утюг или парогенератор, что у вас есть. Сейчас будем сразу заутюживать.
что у нас получилось. Сейчас парогенератор нагрелся, у меня сейчас отутюжил, рычит мой бедный. И мне нужно будет срезать вот здесь лишний припуск. Я уже начала, смотрите, да. Я оставляю примерно 2-3 миллиметра от строчки. То есть мне не нужна здесь вот это вот утолщение, не нужно, да. Поэтому я сейчас срезаю, разглажу сначала вот так воротничок. Далее вот так складываем по канавке, немножечко с перекатом, то есть вот эта наша непродублированная часть воротничка будет перекатываться, будет чуть выше, продублирована вот здесь на 1 миллиметр. То есть вот таким образом мы его должны заутюжить. Ну, сначала уберу припуски, срежу. Вот такой у нас получился красивый, симпатичный воротничок. И с этой стороны, с внешней стороны, у нас получается теперь видно перекат. Видите? То есть лишние пару миллиметров. Мы их должны с вами просто срезать. Вот то, что у нас виднеется из-под верхнего воротничка, мы все лишнее срезаем. Итак, теперь, когда мы с вами сделали отстрочку, заутюжили воротничок с перекатом на лицевую сторону, лишний припуск вот здесь срезали, лишнее, что у нас вот здесь вот выглядывало. Теперь мы с вами вот таким образом складываем наш воротничок лицом к лицу и строчим боковые срезы. Вот так. Застрачиваем примерно на 0,5 на 0,7 от среза. По поводу уголочка. Значит, вот уголочек можно срезать, но я его срезаю не весь, то есть не под прямым углом. Срезаю только вот этот хвостик, который будет мешать, когда будем выворачивать. Вот так, в принципе, можно и припуск срезать, как я уже сказала, да, оставляем 0,3-0,5 от строчки. Ну, тогда будет очень, намного удобнее будет вывернуть уголочек. Выворачиваю, расправляю и отглаживаю. То же самое делаю с другой стороны. Готово.